Если не я за себя, то кто за меня? Я хочу рассказать вам несколько историй. Несколько лет назад моя жена наблюдалась в частной клинике по поводу беременности. Где-то на второй месяц ей там сказали, что из-за опасности ее жизни необходимо прервать беременность. Для этого достаточно приобрести у них таблетку всего за 15 тысяч рублей. Когда она мне об этом рассказала, я, конечно, был в шоке. Предложил обратиться ей хотя бы в бесплатную поликлинику, чтобы получить мнение другого специалиста. Жена была убеждена, что только в частной клинике работают знающие врачи. Однако я вынудил ее показать анализы в поликлинике, и специалист не нашла никаких показаний к аборту. 15 мая моей дочке исполнилось 4 года. Это результат того, что мы решили задать еще один вопрос. Какая драма, не правда ли? Все решил еще один вопрос. Другая история. У моего друга есть девушка, которая продолжительное время была продавцом в продуктовой лавке, но за чашкой чая делилась мечтой стать массажисткой. Я ее спросил, а что тебя останавливает? В ответ я слышал множество версий, что это дорого и сложно. Тогда я предложил поспрашивать о том, как выстроить карьерный путь, что называется, из первых рук. Тогда она лишь улыбнулась и ответила: «Игорь, наивный ты человек. Никто не захочет делиться секретом своего успеха, тратить свое драгоценное время и растить конкурентов». Тогда я сам нашел в интернете владелицу массажного кабинета, и она согласилась все рассказать и показать. Моя знакомая явно не ожидала такого сюрприза, но тем не менее предпринимательница была рада ответить на все вопросы моей знакомой. Она не только поделилась, где пройти обучение, но также где искать клиентов. На сегодняшний день моя знакомая устроилась работать массажисткой и осваивает уже аппаратные процедуры. Я задаюсь вопросом, когда она мне отвечала, что никто не станет делиться своим опытом, почему она не думала в этот момент о себе, а лишь о том, потревожит ли она кого-то другого? Почему она не ставила себя на первое место? Пару лет назад у меня была идея найти площадку для проведения экскурсий для школьников. С одной стороны, я представлял, как было бы здорово сотрудничать с крупной компанией, а с другой стороны, я боялся подвести и не оказать обещанного сервиса, потому что еще не было опыта. Но, наконец, я решился и стал обзванивать необходимые компании. Чтобы найти первого партнера для экскурсии, мне пришлось сделать более 200 звонков. В первое время я боялся звать директора и даже общаться с секретарем. В какой-то момент я понял, что причина отказа, возможно, не только во мне, но и в недостатках и страхе всего нового у потенциальных клиентов. Так и было. Когда я стал задавать вопрос, а что, собственно, останавливает сотрудничать со мной, тогда они стали объяснять причины, на которые я научился предлагать контраргументы. И поняв это, я спрятал свой страх и стал звонить спустя время даже по второму разу, как будто я звонил уже старым знакомым. Мой бизнес появился только потому, что я не остановился после 100-й попытки спрашивать, было ли мне стыдно или страшно. Да, конечно. Но потом я понял, что дело не только во мне, а что существует и вторая сторона, которая ждет, когда я ей позвоню. Я всегда мечтал это сделать во время выступления. Почему мы боимся задавать вопросы? Страх осуждения? Я помню из детства осуждающие взгляды одноклассников. Если я хотел задать вопрос, тогда я испытывал страх показаться глупым, что я чего-то не знаю. Однажды учительница стала хвалить за любые вопросы и объяснила, что люди зачастую воспринимают одну и ту же информацию по-разному, поэтому не стоит оскорблять никого, если задают вопрос, ответ на который вам кажется очевидным. Я хотел продолжить со страха получить отказ, это кажется очевидным, но наиболее интересным мне показался страх получить согласие. Это кажется странным. Представьте, что вы получили ответ на свой вопрос, например, как вести бизнес.
Для кого-то это уже повод начать действовать. Ну, так и есть, да? А многие задумаются. Это что ж получается? Нужно поменять свой привычный образ жизни, и тут же в голове у вас появятся отмазки, отговорки. Почему все же не стоит браться за новое дело? И, наконец, страх получить отказ. Стремясь побороть собственные страхи, я испробовал множество нестандартных способов. Однако ни один из них не сравнится с методами, которые применял Джиа Джианг. Это блогер, которого вы, наверное, видели в выступлениях в TED. Мне понравилась у него одна история. Однажды он зашел в магазин пончиков Krispy Kreme и попросил испечь для него пончики так, чтобы они были соединены друг с другом наподобие олимпийских колец. Когда сотрудница заведения согласилась выполнить его просьбу и с гордостью вручила ему нестандартно выглядящее блюдо, он едва не расплакался. Он был тронут отзывчивостью этой женщины. Часто бывало, что, не соглашаясь поступать в точности так, как просил Джиа, люди, тем не менее, выражали готовность помочь ему каким-то образом. Он осознал, как много возможностей потерял в прошлом, когда очень боялся услышать «нет». И даже не пытался предлагать людям то, что казалось ему правильным и интересным. Джиа понял, что, ведя себя таким образом, он все время говорил «нет» собственному развитию. Так зачем же задавать вопросы? А почему их не задавать? Спросите себя, что самое плохое может случиться, и сложите свои страхи, способности и мечты. Задайте вопрос себе, но и не пренебрегайте целым миром. Да, вы можете занести в поисковой строке свой вопрос, но более подробный ответ вы получите у живого человека. Страх — это ваш друг, страх — это индикатор. Временами он показывает, что не следует делать, но чаще показывает, что как раз стоит делать. Будьте смелыми, у вас одна жизнь. Наполните ее разнообразными ответами. И завершить я хотел фразой, которая знаменита еще с древних времен. «Если не я за себя, то кто за меня?»